Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Второй прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Давайте узнаем, что произойдет со дня на день. И я специально не ставлю конкретных сроков, мы просто говорим ближайшие дни. И это может быть у кого-то пару-тройка дней. Иногда так и проигрывается, например, карта пасьянса. Но может растянуться, но я сужу по вашим комментариям, иногда до пары недель. Кто-то пишет: «А это у меня уже было». Кто-то напишет: «А у меня вообще ничего подобного». Ну и такое может быть, поэтому остаемся реалистами, мои дорогие. Но длительные сроки не загадывайте, потому что жизнь наших словно ускоряется. Ну, давайте узнаем, что нам карты пасьянса. Никогда не знаешь, что тут выпадет. И больше именно на события. То есть, ну, где-то в разрезе недели, ближайших, может, 10 дней. Итак, что там у вас? Близнецы со дня на день. Случится, произойдет. С чем связано? Я смотрю, и вы смотрите. Какие тут вы задачи себе поставите или поставить жизнь, так тоже бывает. Не вижу пока совпадений. Кольцо. И кольцо – это прочный союз. У кого-то этот прочный союз может быть связан с работой, да, как бизнес-партнерство, или контакты даже с руководителем, контакты в коллективе, есть единомышленники. У кого-то это вопросы личной жизни. И у вас, кстати, смотрите, какой-то прочный союз, который, знаете, он даже не оговаривается, без каких-то условностей, и спокойное течение жизни. То есть союз, который будет продолжен. Причем так, в спокойных энергиях. Без какой-то синкопы или недопонимания, может быть, и так. И одновременно, смотрите, словно открытый путь к этому союзу. И я могу предположить, что если была какая-то... Ох, не хочет переворачиваться. Если была какая-то ссора или что-то вы там, ну, не сумели друг друга услышать, то вы можете примириться. Как будто открытый путь к этому союзу и при этом спокойное течение жизни. Может быть и так вот, да? Когда все постепенно встает на свои места. Но для кого-то это может означать поездку, как открытый путь, дорогу далеко. Такое тоже может быть. Что еще? Когда немного значений совпадают, то чаще и есть спокойное течение жизни. Ну, где-то оно так и перекликается. И смотрите, прочный союз, дела домашние, дела семейные, когда нам вместе, может быть, с кем-то, со своим любимым человеком или с семьей поехать на отдых, почему нет? Или что-то, согласования какие-то проводить тогда, как, знаете, вы вот это единение, взаимопонимание с вашими близкими или с группой единомышленников. Ну, вот именно союз, и смотрите, еще и очаг. Буквально это вопросы дома, недвижимости у кого-то могут проигрываться. Или того места, где вы находитесь сейчас, или планируете оказаться. Ну, такой вот хлеб насущный, причем все идет своим чередом и в каком-то спокойном режиме. Правда, вот так вот нам говорят. Ну, в ближайшие дни, по крайней мере, карты цыганского пасьянса видят именно такими эти дни. И в нашем пасьянсе мы можем соединять крайние ряды по вертикали и по горизонтали. Пока с вами говорю, смотрю, что у вас может совпасть. И вот вы знаете, так я и не вижу, чтобы что-то тут было в совпадениях. Значит, ну и быть тому, спокойное течение жизни. Ну ладно, давайте дополним колодой Таро. Ваше настроение, мои дорогие близнецы, в связи с этими событиями. Каково ваше настроение? Ух, для кого-то из вас, мои дорогие мужчины, иногда это может быть как женщина, которая любимая женщина, или та, с которой хочется быть.
А для вас, мои дорогие девочки, тут вообще какой-то, знаете, как новая траектория, новые возможности могут открываться. А еще я должна сказать, ваша планета Меркурий. Это ведь не только ваша, но и знака зодиака Девы. И 23 августа Солнце входит в знак зодиака Дева. И это критическое мышление. Когда мы, ну, наяву видим то, что мы хотим осуществить, и какой для этого прогресс потом будет, и какие есть предпосылки. Тут может карта свидетельствовать о том, что придется и договариваться, потому что, как известно, по этой карте дипломатия в первую очередь проходит, но еще и период жизни, когда мы постепенно, шаг за шагом к 23-му приближаемся. Поэтому какая-то история у вас тоже может быть переосмыслена или увидена как в другом ракурсе, с другими перспективами, но возможности они большие, огромные, можно сказать. И это не совсем вы можете ощущать, это остро, именно ваш знак зодиака. И эта траектория или ваши какие-то решения, от этого будет зависеть напрямую настроение. Поэтому будьте честны сами с собой. Чего же вы в конечном итоге хотите достичь или какой конечный продукт хотите получить? У вас есть возможность выстроить правильную траекторию буквально как бы до 22 сентября. Это, знаете, как может быть, ну так отчасти, может быть, кто-то и откажется, или у кого-то это будет с важным решением просто совпадать, но пути-то для вас, возможности, как судьба, пространство, Вселенная открывает. Поэтому хорошее будет настроение, мои дорогие. Но, видимо, всегда есть в бочке с медом ложка дегтя. Вот смотрите, вас постоянно, вам вроде бы, нам даже карта сказала, у вас ресурсное время. Старший аркан силы, что может быть лучше. Но вот выползает вот эта девятка мечей. И, кстати, это ваши как закрытые глаза. Это ваши сомнения. Но иногда эта карта будет говорить напрямую. Близнецы, вам нужно уделить внимание режиму труда и отдыха. То есть вы не должны до седьмого пота вкалывать. Уставшие люди делают ошибки, а у вас на кону что-то очень важное. Пусть это даже ваше решение. Но вы его должны принять как-то беспристрастно. Не слушая советов со стороны, а именно ваш мыслительный процесс. А с интеллектом у близнецов полный порядок. Поэтому, ну, может быть, и есть какие-то сомнения, но правильно определить, что лежит в основе или что имеет смысл продолжать. Но если конкретно об усталости, то хочется еще и добавить инсомнию. У кого-то может быть бессонница. Тогда тоже это все влияет на наше настроение. Если эта бессонница приняла какой-то хронический характер, может быть, нужно обратиться к специалисту, а может быть, просто, опять же, режим труда и отдыха, не смотреть вечером на ночь глядя, новостную, может быть, такую быструю палитру, дать себе некоторый релакс, возможность, или посмотреть что-то такое, послушать музыку, да, какую-то приятную обстановку вокруг себя вдохновляющую создать. Вот это все для вас будет очень важно, потому что так или иначе настроение, а то особенно то, которое ну, как появляется в виде сомнений именно, оно вам будет попросту мешать, хотя реальность, она другая. Да, вас может, знаете, это сомнение, как барьеры, заборы выстраивать. Две девятки. И, кстати, карты нам говорят, близнецы, ты можешь упустить какой-то удачный момент, какую-то возможность. И если ты тут начнешь вот эту глубокую философию, ты не просто себя туда как погрузишь, а ты еще и соскользнешь как на дно этого колодца. И это, знаете, как дорога в один конец есть билет. Потому что, ну вот представьте, омут, темную воду в колодце, в старом колодце. И вам только кажется, я сейчас помочу ноги, мне жарко, и пойду дальше. И вдруг вы соскальзываете и углубляетесь вниз. Поэтому остановить тут нужно, это погружение какое-то, понимаете? Риски все должны быть исключены, а риски у вас находятся не на поверхности, а именно где-то в вас самих. Или в том, что вы не можете никак определиться с чем-то или решить какой-то вопрос. Вам может казаться его величество случай мне поможет. Две девятки подряд говорят, да, перемены будут. Но это совсем не то, что ты можешь надеяться, предполагать. Ты можешь упустить время. Вот о чем говорят карты. И
И если мы сами не выходим навстречу этим переменам, то все равно в пространстве какой-то механизм уже запущен, словно судьба ждет нашего решения, но если видит, что нет, да, мы никак с чем-то не определяемся, ну тогда какие-то процессы, они продолжатся. Это может быть банально даже, да. К примеру, были какие-то договоренности по работе, да, или какая-то ситуация у вас осталась, может быть, вы ее оставили тоже в каком-то двусмысленном положении или в двусмысленном состоянии. Все же тут надо тоже тогда все точки надо и расставить. И если что-то есть дорого-любимо, или то, что вы бы хотели продолжать, как какой-то проект, или на какой-то процент участия, ну, тогда самое время сделать красивый шаг навстречу. Иначе противоположная сторона, тут ведь о чем нам говорят? Две такие темные карты, они будут нам говорить, что противоположная сторона, и пока ты тут думаешь, а люди все разные, есть кто-то быстрее принимает решение, и ты, может быть, потом и решишь потом когда-то, но будет поздно. Не упустите время. Да. У кого-то это подобная ситуация, которую я описала по работе, что-то может быть связано и с личной жизнью. Или пусть по работе, но это какой-то очень хороший забег, вот и хочется так сказать. Потому что между арканом сила и любовью или радостью, исполнением желания, туз чаш, наполненностью, это как новое качество жизни. Вот лежат две вот эти девятки. Поэтому все то, что я сказала, карта подтверждает. Ладно, идем вперед. В каких сферах жизни вы будете принимать важное решение? Чего это может касаться? Королева мечей – это где-то вы сами, это ваш интеллект. И это может касаться буквально места вашего жительства или как вашей занятости. Ну, занятость тут, конечно, потянет за собой финансовый вопрос. Или конкретно вам нужно разобраться в какой-то, может быть, и запутанной истории, которая тянется очень долго, и она может граничить еще и с законами, или как правильно поступить, или как в отношении вас работает закон, или как закон работает в отношении вас и какого-то человека. Может быть, даже вот такое какое-то взаимодействие. Но, как известно, королева мечей – это карта независимости в первую очередь. Может быть, и вам хочется больше независимости, а карта нам говорит вверху – сила, договариваться придется. То есть, понимаете, тут что-то нужно, с одной стороны, продумать именно интеллектуально, как альтернативный вариант. Это допускается, ведь по королеве мечей это прообраз Юдифи. Если мы с вами окунемся в историю, заглянем, то, как известно, меч, он присутствует всегда рядом с королевой. Уж отрезала, так отрезала. Но благодаря тому, что вот она совершила такой героический поступок, Юдиф вошла в историю Ветхий Завет. И ведь я уже не останавливаюсь подробно на этом. Представьте себе, что так ведь никто не поступил. Поступила только она. Это альтернативный вариант сам по себе. И вот у вас какой-то подобный альтернативный вариант может быть. Может быть. И это может быть связано и с вашим домом, но и с вашим видом деятельности. Ну, наверное, этот альтернативный вариант по отношению к самому себе, потому что вот это как бесконечная какая-то апатия, тоска. Вот есть, вы понимаете, как будто нам все карты говорят, опять в середине, да, нам выпадает четверка чаш. Когда мы либо ждем чего-то, либо ждем кого-то, нам тут уже жизнь предлагает какую-то возможность, а мы не видим. Вот такой пространно блуждающий взгляд девушки куда-то вдаль. И она и ждет чего-то, и в то же время ей уже что-то явно надоело, как это ожидание. Как минимум нужно увидеть то, что вам предлагает судьба. Или, может быть, решиться на какой-то ответственный шаг. Вы можете кому-то и не верить, кстати, по семерке мечей, потому что и подвох можете, может быть, прежде была какая-то проигрышная ситуация для вас. Вы просто кому-то не доверяете, и вы сами закрываетесь от мира, но и постепенно создаете ненужные барьеры, хотя их практически нет. Так в каких же сферах жизни?
Вы знаете, тут такая ситуация, которая может быть все-таки аркан башня, да, выпадает у вас. В каких сферах жизни? Это может касаться действительно вопросов дома, вашего места пребывания. Для кого-то буквально домашние стены стали как тюрьма. И вы себя как заточили, да, в этих стенах, и, может быть, пора уже выйти из них. И вы вот все что-то ждете, а ведь ничего не происходит. А мысли у нас какие по семерке мечей? Это только о хитрости. Имеется в виду, может быть, та хитрость, которая была проявлена когда-то в отношении вас. И теперь вы, понятно, не хотите повторения этой истории. И это вас где-то сковывает. И с другой стороны, мы не должны с места в карьеру куда-то ринуться. Вы обязаны просчитывать и себя сохранять. Это нужно. Но все имеет какие-то свои рамки. Мы не можем, опять же, и закрываться от мира. Потому что те перемены, которые запущены, я говорила, они все равно произойдут. Но, может быть, для кого-то настало время позаботиться о том, чтобы завершить конкретно какую-то историю, либо домашнюю, либо историю с своим одиночеством, а для кого-то даже, может быть, и переехать. Вот я такое тоже допускаю. Или пересмотреть какие-то контракты, договоры, может быть, и самому себе вот рационально принять окончательное решение, и, может быть, даже какие-то договоры перезаключить, переподписать, или быть готовому к неожиданностям. Ваш интеллект вам помогает, мои дорогие. Ладно, давайте мы спросим. Интересный расклад. Буду благодарна вашим комментариям. Вроде ничего не происходит. Но может быть потому, что так вот уже и не происходит, а вам уже надоел этот стоп какой-то в жизни. Поездки, возможные перемещения. Да, тут как по десятке жезлов собрала все свои нехитрые пожитки девушка, положила на вала и уходит из прошлого. Вот такая поездка перемещения. Может быть, это вы закончите такие ожидания, и, может быть, у кого-то внезапно вот такое решение, как думали-думали и, наконец-то, думались, куда-то вы отправитесь. Ну, у кого-то это может быть поездка на отдых, потому что усталость превысила все возможные пределы. Поездки и перемещения. Точно, вам зеленый путь, зеленый свет точнее, а путь как прямое шоссе. Хотя, опять же, шестерка мечей – это карта заслуженного успеха. Да, для кого-то может быть поездка далеко, в другую страну, или пусть в другую местность, когда вы, возможно, уже готовились к этому, учили язык, может быть и так. Иногда эта карта будет говорить и про работу тоже, потому что по шестерке мечей пространство, эфир, интернет, вот как вселенная, и это новые цифровые технологии, какие-то интернет-технологии или обучение может проходить. Но, видимо, шаг за шагом приходят и возможности. Возможность, в принципе, работать посредством интернет из любой точки мира. Вот вы это можете тоже рассматривать. Или чему-то обучаться. Или вы едете, потому что релокация офиса может быть и так. То есть у кого-то это будет именно потому, что как в отдых вы отправитесь, ну или, может быть, еще какие-то желания увидеть мир, встретиться с кем-то, да, встретиться с любимыми, может быть, людьми, с родственниками, почему нет? А у кого-то перемещение по работе. Да, мы должны быть осмотрительны в этот период, но вообще шестерка мечей на работу – хорошая карта. Что же еще тут у вас по части перемещения? Вы будете слышать разную информацию. Вы ее и сейчас слышите, и будете слышать дальше. Она не должна на вас влиять, знаете, так, что утром вы одно подумали, а в обед пришла другая информация, и вы будете что-то переигрывать. Вам нужно быть где-то твердому, оставаться верным своим принципам. Да, работать с этой хаотичной информацией нужно, но не для того, чтобы что-то отменять, если мы про поездки, а наоборот для того, чтобы просто быть внимательному и понимать, тут ведь и фейки могут проходить по пятерке жезлов. Тут как вас запутывать могут, а на самом деле обстоятельства ну, как-то по-другому складываются. Давайте следующую карту. Продолжение следует. Получилось две. Ух ты. Две карты у вас. Карта Солнца и паж жезлов. Паж, все пажи – это известие, какая-то новость, информация. И карта Солнца – это как выбор правильного направления. Вот то, что вы решаете, может быть,
отправная точка или толчок, побудительное действие, которое вы как первый шаг совершаете. Это вот ваша решимость и конкретно, может быть, сообщение. Но это вы на что-то уже решились, потому что жезл описал над головой девушки один круг и уже пошел на новый виток, новый оборот. Это как жизнь, может быть, с чистого листа. Вот смотрите, и тут солнце. 6-8 месяцев. Вот то, что вы определите, вы будете продолжать, развивать. Ну, а то, что вы поставите на паузу, оно не будет продолжено. Или, в принципе, нам карта говорит, тут ведь солнце– это карта эго. И иногда мы хотим вот именно так поступить, как мы хотим. А нам говорят, что чем обусловлено твое решение, все-таки стоит подумать. Но если мы говорим о солнце и новом качестве жизни, да еще и с такими волшебными картами, посмотрите, карта силы, да для вас нет ничего невозможного. Хотите поездки? Пожалуйста. Хотите перезагрузку, отдых? Пожалуйста. Хотите новые знакомства, выход из одиночества? Пожалуйста. Нет ничего невозможного в ближайшие дни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, и вы будете счастливы и любимы всегда.